Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках. Какие на сегодня намечаются события, какие движущие силы и какие возможные потенциальные движения на рынке. На текущий момент выяснилась новая проблема. Она связана в Соединенных Штатах с состоянием региональных банков. Вдруг оказалось, что у них плохие активы и нужно резервировать денежные средства. Казалось бы, никогда не было, и вот опять. Ну и вот эта ситуация, связанная с американскими региональными банками, которые активно выходят на повестку дня, она как раз связана с тем, что эти так называемые плохие активы, они образуются в связи с тем, что недостаточно высокая покупательская способность у населения Соединенных Штатов, и исходя из этого ухудшается качество кредитов. Кто-то списывает на тот факт, что высокие процентные ставки, да, высокие процентные ставки влияют на ухудшение банковского кредитования и на то, что собираются так называемые плохие портфели. Но здесь, в общем-то, причина одна, она связана с тем, что ухудшается качество заемщиков и обслуживание долга. Здесь можно выделить две компоненты. Первая компонента связана с ухудшением кредитных портфелей по автокредитованию населения, но это на самом деле событие-индикатор. И глобальный пузырь, который так толком и не рассосался, он связан с кредитами, которые выданы для и под коммерческую недвижимость в Соединенных Штатах. Ковид закончился, однако большинство людей в офисы так и не вернулось. Ну и, в общем-то, вот это тот самый пузырь, который непрерывно тикает и грозится в любой момент развалиться. Также стоит обратить внимание на тот факт, что даже проводимое снижение тарифов, сборов на автозапчасти, поскольку мир глобализован, выпуск американских автомобилей требует покупки запчастей, скорее всего в текущий момент времени не приведет к улучшению ситуации в автопроме США. Давайте перейдем к календарику событий. Текущая ситуация в части смягчения политики ФРС можно описать одной фразой: ни туда, ни сюда. Ну или, как говорилось в начале 20 века, ни мира, ни войны. Баланс ФРС продолжает снижаться, и это говорит о том, что ликвидность они все-таки душат. Текущая неделя характерна выступлением мобильным чиновников ФРС. В основном отмечаются так называемые глубинные нотки, но на самом деле, мне кажется, это существенное преувеличение. Потому что нет устойчивого формирования новых рабочих мест, в то время как инфляция зависла выше рэперной точки 2%, и скорее всего это сохранится еще на долгое время. Я обращал внимание несколько лет назад, что инфляция такая штука, она когда начинает расти, ее очень сложно потом загнать в то русло, в котором она была. Текущее состояние американской экономики можно охарактеризовать условным термином «мягкая стагфляция», потому что инфляция есть выше ключевого значения, а надлежащего роста рынка труда не происходит. Новые рабочие места формируются не с той скоростью, с которой предполагалось. И вот здесь возникает так называемый тревожный звонок. Несмотря на то, что закладывают два смягчения ФРС в текущем году, судя по динамике рынка труда США и по тому, какая инфляция, весьма вероятно, это не даст положительного влияния на рынок труда США, и мы получим усиление и закольцованность так называемого замкнутого круга, когда смягчение денежной политики, явное или формальное, не будет приводить к тому, что американская экономика будет эффективно функционировать и создавать рабочие места. Да, во многом прогнозируется очень хороший рост ВВП США по итогам 2025 года, но здесь надо разбираться и понимать, с чем это связано. Весьма вероятно, что прогнозируемый рост 3% и выше, он связан именно с так называемым, как принято считать, экспортом, инфляцией и хаоса во весь остальной мир. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Хотел обратить ваше внимание, что на текущий момент формируется очень сильное движение в ВИКСе, индексе так называемом страха и волатильности, и уже как бы в текущих реалиях весьма вероятно повторение апрельского движения, которое было в конце апреля, в конце марта, начале апреля текущего года. И поэтому при такой ситуации позиции с плечами лучше не сохранять и не переносить. Так, друзья, ну вот еще хотел обратить внимание на такой момент о наличии дивергенции между тем, что сейчас условно считается safe haven, это криптовалюта и золото. На квартальном графике по капитализации рынка криптовалют мы видим попытку в третьем квартале зафиксироваться и произвести коррекционный откат. А сейчас у многих возникает когнитивный диссонанс, потому что вроде как недавно все бегали и утверждали, что вот биткоин, криптовалюта это такой же safe haven, как и золото. А золото сейчас, как мы видим, ракета, и она идет вверх практически не останавливаясь. И поэтому, в общем-то, простой вывод, что криптовалюта это не такой уж safe haven по сравнению с золотом. Криптовалюту не закупают, ну или даже если закупают, то и не в таком объеме, как золото, центробанки мира и крупные инвестиционные фонды. И, соответственно, здесь возникает такая парадоксальная реакция, которая заключается в том, что когда начинают расти риски из-за санкционного давления, из-за торговой войны, то идет очень сильный приток в золото,
но при этом криптовалюта, она не рассматривается как полноценный safe haven, из него откачивают деньги, так же, как из других активов. Даже еще больше это связано с тем фактом, что она волатильна, и там сейчас появились очень мощные плечи. Если перейдем к биткоину, квартальный график, то есть одна свеча это квартал, то здесь для того, чтобы пошел очень существенный рост биткоина, необходим коррекционный откат в район 70 тысяч, может быть даже пониже. Но это как бы не в ближайшие прям вот дни там, или даже месяцы, это на протяжении 2026 года вполне возможно образуется такое движение. Так, друзья, переходя на дневной таймфрейм по биткоину, движение наверх не состоялось. И на текущий момент мы наблюдаем движение в консолидационном диапазоне, где ключевой уровень это 107 500. Пробитие этого уровня приведет к тому, что будет протестирован вот этот вот пипсик, который остался после прошлой пятницы в районе 102 тысяч. Но сегодня пятница, она такой день очень специфический, контртрендовый, и поэтому сегодня можно увидеть отскок, цель которого будет 111 500, 112 тысяч. Либо этот отскок будет растянут на субботу-воскресенье, но здесь ключевой момент это удержание текущего уровня 107 500. То есть если вот это удержание происходит на протяжении сегодняшнего дня и выходных, то весьма вероятно мы либо на этих выходных, либо в понедельник увидим попытку отскока вот сюда к этому значению. Так, далее эфириум, но здесь ключевой уровень удержания находится в диапазоне 3800, 3700. Соответственно, если этот уровень сегодня удерживается, то на выходных или сегодня ближе к вечеру мы увидим попытку отскока в районе 4250 вот сюда к этому значению. Соответственно, если здесь возникает пробой, то по эфириуму будет первая цель движения, это 3350 вот сюда к этому значению. Так, друзья, далее золото, но здесь ракета летит и не останавливается никак. Соответственно, пока идут покупки крупными игроками и центробанками, вот это движение оно будет продолжаться. По мнению главы JP Morgan, соответственно, цель этого движения диапазон 5-10 тысяч долларов за унцию. Переходя на часовой таймфрейм по золоту, видим, что сформировался консолидационный диапазон. И поскольку сегодня пятница и закрытие недели, то вполне логично, что будет попытка коррекционного движения, цель которого вот сюда, вот в районе 4240. Ситуация неравновесная, очень сложная, связана с тем, что из других активов идут оттоки, и поэтому здесь надо очень внимательно относиться к установке стоп-лоссов. Ну и, соответственно, если возникает прибыль, и она соответствует ожиданиям и торговой системе, ее надо сразу фиксировать и выходить. Так, друзья, далее SP500, или SIPLы, как его еще называют, недельный таймфрейм. Текущая неделя завела его и оставила в консолидационный диапазон. И на этой неделе весьма вероятно вот это движение, оно сохранится. Не думаю, что сегодня будут какие-то основания для пробоя и движения вниз или для отскока. С одной стороны, ухудшается ситуация с американскими региональными банками, у которых плохие кредитные портфели. С другой стороны, есть вроде как небольшой оптимизм из речей американских чиновников ФРС и по поводу позиции Трампа по отношению к Китаю. Но здесь, я думаю, иллюзий не должно быть. Торговая война, она рано или поздно приведет к эскалации и обвалу рынков. Так, друзья, по S&P 500, переходя к часовому таймфрейму, мы видим, что здесь формируется попытка консолидации и отскока в районе значения 6600-200, 6630. Ну и, соответственно, удержание вот этого диапазона в ближайшие часы, оно весьма вероятно вызовет попытку отскока внутри дня. Цель движения вот сюда, вот в район 6670. Особого оптимизма на сегодня нету, но пятница контртрендовый день, и по идее здесь какая-то попытка ухода сюда или даже повыше краткосрочная может произойти. Опять же, это вопрос в случае удержания ключевой поддержки, который проходит в районе 6620. Так, друзья, давайте рассмотрим, что происходит с мировым движением капитала на примере евро-доллара. Здесь годовой таймфрейм, то есть одна свеча это год. Ну и мы видим, что фактически в прошедшие годы произошла попытка укрепления доллара. Вот видите, вот эти вот свечи, которые вышли из растущего канала. Но в текущем году идет попытка к возврату девальвации доллара относительно евро. Но развитие такого движения и закрепления по факту завершения года свечи в канале будет вести к тому, что конкурентное преимущество США перед Европейским Союзом усилится. Если здесь спуститься с высоты, перейти к дневному таймфрейму, то, соответственно, здесь мы наблюдаем, что сформировалось движение, рост евро против доллара. Целью этого движения в ближайшие дни отработка 1,18. Так, друзья, далее индекс NASDAQ. Но здесь как бы не отошли от предыдущей недели. Вероятность того, что в ближайшее время отойдет и будет рост, она, с моей точки зрения, крайне мала. Здесь, переходя от дневного графика к часовому таймфрейму, можно говорить только о краткосрочном отскоке, который формируется на фоне того, что сегодня пятница, и мы ждем контртрендовое движение. Так, друзья, далее фьючерс рубль-доллар. Соответственно, здесь мы видим
формируется движение на укрепление валюты. Сегодня может быть небольшой откат в части укрепления рубля, но на ближайшие дни сформированное движение, первая цель это 83 565, и соответственно следующая цель, она будет вот сюда вот, пощупать 87.47. На следующей неделе или через неделю вероятность такого движения достаточно высока. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, смотрите, здесь удержание в диапазоне не произошло, и сейчас развивается попытка тестирования вот этих локальных минимумов, которые были ранее в районе $55 за баррель. Сегодня пятница, и, соответственно, с учетом закрытия недели, возможно коррекционное движение, конечно, если только Дональд Трамп что-нибудь не скажет ближе к концу дня. Так, друзья, ну, у одного подписчика был вопрос по поводу российского банка ВТБ, что с ним происходит. Вот график, годовой таймфрейм. Соответственно, мы видим, что на протяжении всего времени акции ВТБ они снижаются, но последние годы возникла высокая чистая прибыль у банка. И уже как бы идут разговоры о том, чтобы выплатить дивиденды за 2025 год, чего не было последние несколько лет. И вроде как эти дивиденды, они будут даже чуть ли не 20-25% на акцию. Переходя к месячному таймфрейму, действительно видим, что здесь идет набор позиций. И переходя на дневной график, видим, что здесь формируется попытка роста. Откуда взялись деньги у банка? Ну, здесь простое объяснение. Новые виды платежей в новые виды реальности. Соответственно, это и есть драйвер роста для банка ВТБ. Но сегодня с учетом пятницы, скорее всего, либо консолидация, либо попытка снижения небольшая. Но здесь как бы четко наметился тренд на рост даже в текущих непростых условиях. Так, друзья, ну и вот по поводу акций Tesla опять поступил вопрос. Ну вот по Тесле мы продолжаем консолидироваться в диапазоне. Но здесь как бы все тенденции, все движения, которые собираются, они указывают на то, что в обозримом будущем, там дни, недели, значение 400-410 будет пробито, вот этот диапазон, и после этого мы увидим коррекционный откат. Так, друзья, ну в общем-то все, основные моменты. Желаю вам хорошего дня. Удачи!